Друзья, две новые машины Tesla нам показала. Абсолютно новые. Одна из них точно с новым дизайном, своим самобытным, другая полностью переработана. Это новые технологии, новые батареи, новый запас хода. Не всех он порадует. Новая цена, самое интересное. Как вы поняли уже из названия видео, это более дешевые версии. И выходить они будут как раз на американском рынке. Что, в общем-то, интересно, потому что на китайский рынок Tesla засунула самую напичканную машину. Впервые не перформанс-версия у нас с адаптивной подвеской. Подлокотники, обдув вашего телефона, чтобы он не перегревался, и много чего другого. Пора заканчивать. В этой американской версии у нас очень все сильно урезано. Возникает вопрос, тот ли это самый дорогой автомобильный рынок, который именно требует такую самую урезанную, самую дешевую Model Y и Model 3? Что, собственно, поменялось? Поменялись фары, поменялся бампер. Фары — это теперь у нас не ходовой огонь, вот этот узенький. Псевдофары, которые в туманках, они ушли. Их упразднили, оставили только те фары, которые наверху. И, как оказалось, их хватает. Самое интересное, что это не современные фары, которые способны что-то вырезать. Они никуда не вырезают, это не матричные фары. Бампер, естественно, тоже переработан, потому что фары у нас переехали наверх. Внизу не осталось ничего, нет даже воздухозаборника. Все у нас чисто, ровно. И мне лично, вместе с задними фарами, которые тоже сильно упразднились, они стали тоненькие такие. Линия, вот эта вот монобровь, она у нас только нарисована, она никак не подсвечивается. Как мне кажется, этот дизайн даже более интересный, потому что фары у нас черного цвета. Если заглушить машину, они очень темные, и на темном цвете автомобиля они просто сливаются с кузовом, их вообще не видно. То есть это не так, как в премиум-версии Model Y, а теперь она называется так, премиум-версия. Вот там монобровь всегда белая в любом варианте. А если у вас машина белая, то там есть черная окантовочка, чтобы все равно было видно эту монобровь. 18-е колеса. Они, естественно, с колпаками, а под колпаками, наконец-то, штамповки. Мы в Инстаграме показывали Cybertruck, который на штамповках и на тряпочке. Подписывайтесь на наши соцсети для того, чтобы видеть это. На вот этих 18 колесах Tesla обещает, что машина будет проезжать 321 милю. Long Range версия по ИПА проезжает сейчас 357 миль. И аэродинамика у нас улучшилась на 5%. Мне кажется, всегда можно дописать 5%, просто достаточно поменять колпаки на что-то другое. Параллельно с аэродинамикой у нас исчезла панорамная крыша. Это первая Tesla за последнее долгое время, у которой нет панорамной крыши. Как Tesla это объяснила? Она объяснила это не потому, что им жалко стекла, и вам не нужны там облака, звезды или на что вы там смотрите сквозь панорамную крышу. Она объяснила, что это лучше шумоизоляция, лучше теплоизоляция и лучшая эффективность. Параллельно с Model Y у нас полностью обновилась Model 3. Все сделали то же самое. И когда я говорю что-то про Model Y, вы сразу же должны понимать, что то же самое годится про Model 3. Кроме того, что морда у нее осталась та же, бампер остался тот же, просто не хватило креатива на изменения, либо оно изначально было уже задумано под удешевление. Но в середине фар, которые выглядят точно так же, все-таки не матричные фары, а обычные LED-фары, которые ничего не вырезают. Так вот, в этой тройке панорамная крыша осталась. И Tesla это объяснила тем, что если панораму убрать и поставить обычный потолок, не будет хватать места для головы, потому что не такая высокая крыша Model 3. Поэтому те, кто покупает самую дешевую тройку, получат панорамную крышу. Все стекла стали одинарными. Долго Tesla добавляла эти стекла двойными. Вначале на передние двери, потом на задние двери, потом еще куда-то. И теперь одним махом мы откатились в 2021 год, там, где Model 3 и Model Y были с одинарными стеклами. Скорее всего, они были на складе, и поэтому переехали в самую дешевую машину. Естественно, задний привод. Переднее корыто в Model Y, оно из какого-то переработанного материала. Оно такое, как некоторые детали были, которых вы никогда не видели в старых Model 3. А это подкрылки, защиты. Вот они были из такого переработанного пластика, войлока, вот что-то там. Самое интересное, что больше никакой подкапотки нету. То есть есть вот это корыто и все. И мне это очень сильно напомнило то, что мы показывали для вас в нашем проекте «Козель».
когда я купил Renault KZE за 10, самый дешевый электромобиль, там под капотом не было корыта, и мы изготовили это корыто из стекловолокна, туда поставили, и вот примерно это выглядит точно так же, только там выглядело прям по-заводскому шикарно, а здесь выглядит, как будто бы кто-то это сделал и поставил туда за отдельную доплату. Кстати, BMW и Mercedes можете посмотреть, вы можете за доплату вот что-то подобное продавать в вашей машины, потому что там явно есть место, чтобы поставить такую штуку. Интересно то, что там нет никакой резиночки, нет никакой защиты от пыли, и даже замок закрывается иначе. То есть там не 2 щелчка, а просто падает капот. То есть это такое что-то сервисное. Вот что-то, куда вы можете положить зарядку, положить что-то, что если чуть-чуть намокнет или запылится, вам это будет не жалко. В Model 3 все по-прежнему, все так, как и было. То есть никаких изменений в подкапотке нету. Поэтому Model Y и Model 3 оба сбросили в цене, но Model Y прям кардинально преобразилась, и там много чего интересного, а Model 3 у нас практически без изменений. Да. Привод заднего багажника остался в 2 машинах, и зеркала в обеих машинах у нас складываются только вручную теперь. То есть, когда вы отходите от машины, и раньше она пикала и складывала зеркала, теперь она зеркала складывать не будет. Поэтому сдалека вы не будете видеть, или вы закрыли машину, но приложение по-прежнему остается с вами, вы можете зайти и посмотреть, закрыто или нет. Салон у нас что-то среднее между старой Model Y и новой Model Y. То же самое и Model 3, между старой Model 3 и новой Model 3. Некоторые панели, которые мы радовались, как они были обтянуты какой-то тканью, типа уже не войлока, а ковролина. Вот все было обтянуто таким чем-то мягеньким. Теперь она вернулась обратно в пластиковое. Кнопочки, которые откидывали сиденье, они исчезли. То есть уже сиденье откидывается как обычно. Теперь исчез Ambient, и вы можете его докупить на AliExpress и вставить точно так же, как вы это делали в предыдущих машинах. И самое интересное, что качество не сильно упадет. Может быть, даже станет лучше. Ambient в Tesla с завода интересен только тем, что вы можете его настроить с дисплея. Динамики. Их стало в 2 раза меньше. Та версия, которая теперь у нас называется премиум. Так вот, премиум машина, у нее 14 динамиков и сабвуфер. В этой машине супер тачке жопошника. Похоже это на машину жопошника? 7 динамиков. Ну и в принципе достаточно. И нет никакого сабвуфера. Согласен. И самое интересное, что в эти 7 динамиков вы не сможете слушать радио. FM, AM радио. Там такой блочок маленький был, в принципе, сзади компьютера. Его выдернули и выбросили, все. Я думаю, что его можно будет докупить или где-то взять с разборки, всунуть, и будет работать. Сиденье, кстати, неплохо. Появилась ткань, и появилась ткань в тех местах, там, где всегда или жарко, или холодно. Вот теперь с этими тканевыми сиденьями будет и не жарко, и не холодно. Вообще обалденное это решение для нашей климатической зоны. Там, где то жарко, то очень холодно. Потому что на вот этом дермантине садиться не очень приятно, надо включать подогрев. Если вы включаете подогрев, вы уже разогреты, выходите на улицу. В общем, ткань отлично. Настройки сидения, их нет. Ни пассажира, ни водителя. Никаких кнопочек вообще. Все настройки сидений перешли в дисплей. Настройка руля, ее вообще нет нигде, кроме мануальной. Не было Теслы, там, где мануально настраивается руль. Здесь руками он настраивается. Некоторые, да, уже говорят, что, скорее всего, Тесла потратилась на вот этот механизм, и это дороже, чем поставить моторчик, который там ерзает туда-сюда эту колодку. Консоль в Model Y полностью другая. Она очень сильно напоминает вам Model S 13-х годов, 13-14 годов, вот с такой ямой посередине. А тем, кто ездит на Сайбертраке и до этого не видел Теслу, напоминает консоль Сайбертрака. И у вас много места для того, чтобы можно было положить сумку, установить дополнительное оборудование, если эта машина идет какие-то специальные сервис-парки. То есть много места появляется. И подлокотник тоже есть. Сзади в обеих машинах дисплея нет. Дефлекторы настраиваются руками. Но дефлектор, он другого дизайна. То есть вы как бы регулируете потоки. Вы не настраиваете дефлектор, как раньше было, а вы поворачиваете туда, куда вы хотите, чтобы дул ветер. Как устроен подлокотник в новый Model Y, это, конечно, обнять и плакать. Для того, чтобы был у вас подлокотник, надо откинуть часть сиденья, и в нем подстаканники. И у вас сразу же вход в багажник. В обратном варианте у вас просто скамейка. А просто подлокотника нету. Илон, наверное, кого-то наградил отдельно за эту штуку. И нет, и просто откидывается часть сиденья, и это теперь подлокотник. Да ладно. Награжден.
Золотой Илон, тебе зажопочничество третьей степени. Мне кажется, что именно во время создания этих моделей именно Илон кайфовал. Миллиметры пластика убирали где-то, кусочек стекла, где-то еще что-то отрезали. Все, что он хотел сделать в правительстве США, у него не получилось, он сделал на конкретной Model Y по мультимедиа и опциям. Все, в общем-то, плюс-минус то же самое, кроме самого интересного. Значит, круиз-контроль остался адаптивный, но он не держит полосу. Все остальное, все, что вы хотите докупить, можно докупить, потому что технически машина такая же точная, как и все остальные. То есть все камеры в наличии, камера в середине в наличии, дополнительная камера спереди, в переднем бампере тоже есть в этих машинах, но софтом она будет урезана. То есть у вас адаптивный круиз, машина будет сама останавливаться, разгоняться, но рулить вам надо будет самостоятельно, либо $100 в месяц докупаете FSD и катайтесь. Что еще можно будет докупить? Докупить можно будет за $1500 колеса. И салон, я уже сказал, только черный. И варианты покраски кузова. Здесь очень интересно. Они очень подходят под типаж людей, которые будут покупать эти машины, потому что ничего яркого в жизни у них нет. Под стать этому и цвета. Белый, серый, черный. Техническая часть. Интересно, что уже снято было большое количество обзоров. Tesla пригласила на гигафабрику 18 каких-то блогеров. Они обозрели машину со всех сторон. Как вы думаете, кто из них сказал, сколько киловатт-час в батарее? Никто. Поэтому мы можем только догадываться. Значит, зарядка. Почему-то машина не ест 250 киловатт-час, она ест максимум 225. На что это влияет? В общем-то, ни на что. Потому что 250 киловатт-час — это все равно пиковое потребление. Запас хода 321 миля. И у Model 3 тоже 321 миля. Очень интересно, потому что вроде как батареи одинаковые у них. Запас хода тоже одинаковый, несмотря на разницу в кузове. И Tesla старается вообще, в принципе, не упоминать никакие киловатт-часы. Вот есть мили, на них и ориентируйтесь. Примерно разница в запасе хода у них в 10%. Так что мы можем сделать вывод, что ориентировочно и батарея на 10% меньше. То есть она примерно такая, как была до того, как Tesla обновила батарею. То есть не 82 киловатт-час, а 75-74 киловатт-час. В любом случае, любая из этих машин по характеристикам проезжает вот эти стандартные, очень нужные всем 300 миль. Это сейчас золотой стандарт. Этого достаточно для того, чтобы машина подходила 90% семей на каждый день. Вот мы столько всего перечисляли, что Tesla убрала, что кажется, машина должна стоить 1025-27. Но в результате машина стоит, если мы говорим про Model Y, то она стоит 40 тысяч. Та машина, которая long range и заднеприводная, она стоит всего на 5000 дороже. То есть, в общем-то, американец, который купит эту машину в кредит либо в лизинг, будет платить там, на $30-50 больше в месяц. Я не думаю, что это для кого-то поменяет что-то кардинально. Но судя по количеству урезанных опций и вот этому списку, конечно, ожидалось, что цена будет ниже. То есть какой в итоге смысл был, особенно с Model Y? Это другие фары, другой бампер, другой салон, другие сидушки, другие опции, другой конвейер, другая батарея. Все это другое. Даже ожидалось, что она будет немножко короче, но вроде как никто так этого не доказал. То есть она вроде как такая, как была по кузову. Потому что странно было, если бы они еще и кузов переделали. Ради чего все это было? Если за $5000, то на бэушном рынке тоже, как вы знаете, цены смазываются, и никто не будет, в общем-то, обращать внимание, сколько изначально машина стоила. Как мне кажется, недавно убрали льготу, которая была на все электромобили. Это было $7500 практически по всем штатам. Трамп это урезал, и это вариант, при котором Tesla сама скомпенсировала вот эту разницу в цене. То есть минус $5000 практически те же самые 7,5, которые потом потихоньку долетают. Потому что в начале была скидка $4000, и потом остальные 3,5 вы вроде как-то там с налогов отдавали. Это один вариант. И второй вариант — это поход за корпоративными парками. Она подойдет практически всем, кто использует машины каждый день. Какие-то сервисные автомобили, полиция уже в некоторых городах здесь вокруг начинала пользоваться Model Y. Еще я уверен, что цена будет снижаться дальше.
Потому что, как правило, Tesla показывает вначале более высокую цену, возникает некий ажиотаж, потому что все равно это что-то новое, все равно фарки немножко поменялись, а когда немножко меняются фарки или что-то другое в интерьере, экстерьере, люди обычно хотят это приобрести. Поэтому я думаю, все, кто хотят купить самую дешевую Model Y и Model 3, они ее купят, и в результате цена еще немножко упадет на эти машины. Вроде как это самая дешевая и самая урезанная машина, но тем не менее, датчик света, датчик дождя, подогрев порта, автоматические закрывания окон, бесключевые доступы, памяти сидения на сколько угодно людей. И главное, все системы безопасности в этих машинах по-прежнему есть. Просто Тесле кто-то открыл глаза на то, что можно наконец-то менять дизайн автомобилей, и она пользуется этим не совсем там, где это, в общем-то, уместно. Потому что мы знаем из истории, было когда-то у нас Octavia Tour, да, это предыдущая Octavia, старая, которую взяли и выпустили просто параллельно с новой Octavia и просто на нее снизили цену. Для тех, кто хотел купить старую, но не успел. Но теперь сможет купить ее с дискаунтом. Opel Astra Classic была. Тоже выходила новая Astra, но выпустили даже, по-моему, через поколение назад. Взяли, подняли откуда-то эту старую Astra, засунули. В Индии, в Пакистане делали разные автомобили, в том же Китае делали разные автомобили предыдущих годов, известные машины предыдущих годов. В Китае делали Jetta, долго выпускали, она пользовалась огромным спросом. Просто Тесле никто не рассказал, что был вариант выпустить старую машину и с дискаунтом ее продавать. И мы бы прекрасно ставили на нее старые фары, все это есть в наличии, все нормально, старые крылья, все. Выпустили все с новым дизайном. Поэтому привыкаем к тому, как Tesla ведет себя сейчас. Это постоянно новые дизайны, новые машины, расширение модельного ряда. И подписывайтесь на этот канал, потому что я уже говорил о том, что Model Y будет расширяться до бесконечности и будет Model Y для каждого в одном из предыдущих видео. Не буду цитировать сам себя, найдите это видео, посмотрите, а мы с вами увидимся в следующих видео. Все, пока. Скорее всего, видео с этой машиной в жизни мы снимать не будем, потому что неинтересно. Китайскую Model Y мне интересно снять, потому что там что-то новое, там что-то, чем бы я с удовольствием пользовался в реальной жизни. Если бы сократилась цена на 5000 и убрали 7-динамиковый сабвуфер, я бы уже ее не купил. Ну типа, 7-динамиковый сабвуфер ушел, 5000 разница, если я покупаю в кредит $50 в месяц, ну, типа, стоит ли $50 в месяц, то, что ты садишься, и у тебя FM-радио? Напишите в комментарии.